пора. Контент, жди меня! Ах, мой мальчик. Как же моя геймерская душа истосковалась по большим играм, высокобюджетным шутерам и РПГ. Настало время посмотреть, какие крутые игры появились от моей любимой корпорации зла EA за последний год. Их там не будет. Все ведь помнят золотые годы, когда компания Electronic Arts была известна тем, что издавала хорошие игры, а не симуляторы лутбоксов и DLC. Настоящая золотая пора. Dragon Age, Battlefield, Mass Effect, Dead Space и многие другие. Но потом что-то конкретно пошло не так. Конкретно все. Нет, ну серьезно, EA это все? Почему за прошедший год из 11 игр 4 спортивных симулятора, 2 ремастера и 2 онлайн-поделки? Верните мне мою психику! Что вам сделала эта несчастная плюшевая слониха? Почему в игре, где должны рассказывать о семейных ценностях, приходится играть за родителей, для которых заставить свою дочь рыдать, это нормально? А в этот визуальный клон Фортнайта вообще кто-то играет? Вы вообще собираетесь выпускать нормальные игры? Хороший вопрос. На самом деле, от закрепившейся репутации главного издателя игр для разноцветных людей, не играющих в игры, компания EA теперь пытается отделаться. Даже возрождает классические серии и делает их играбельными? Возможно. Зачем работать над новой игрой, если можно сделать ремастер и продать эту игру второй раз? Хули нам, бизнесменам? И в случае с Mass Effect EA решили не заморачиваться. Подтянут боевую систему, добавят DLC, обновят ачивки и доведут текстурки до уровня 2015 года. Ибо на современные пришлось бы дать слишком много денег. Может, вы еще хотели вырезанные любовные сцены, чтобы финал сюжета вам переделали? Ага, сейчас, неси седло. И не важно, что он не нравится большей части игроков и команды разработчиков. Довольствуйтесь тем, что загрузки в лифте теперь не 52 секунды, а 14. Я просто похлопаю. Лучше бы из первой части убрали эти поездки на машине сатаны. До сих пор вьетнамские флешбеки ловлю. С другими играми дела обстоят лучше. По заявлениям разработчиков, в новой части Battlefield контент будет открываться без доната, а сама игра вернется к своей классической формуле около современной войны с огромной разрушаемостью в Казахстане. Походу какого-то гения до сих пор не отпускают кони из BF1. По словам инсайдеров, проект отметится революционной кампанией по сравнению с предыдущими Battlefield. Игроки станут членами специального подразделения и смогут решать, какое государство поддерживать, США или Россию. Даже не припомню, где я такое недавно видел. Также EA не дают покоя денежные лавры Warzone, поэтому в игру добавят и условно-бесплатную королевскую битву. Теперь понятно, куда весь донат перекочует. При всем при этом новая часть получается по-настоящему большой. Нам обещают мультиплеер на 128 человек, систему разрушения практически всего, что есть на карте, и сетевую игру по кросс-платформе. На разработку перебросили даже 2 дополнительные студии. Даже принц Саудовской Аравии вложил в EA больше $1 миллиарда. Хотя всем давно известно, что шейхи больше любят крутить кейсы Габена. После успеха Павшего Ордена и полнейшего провала Anthem, EA поняли, что людям нравится платить за игру, а не за демо-версию. Отменили перезапуск Anthem, конечно же из-за коронавируса, а не потому что игра говно. А из Dragon Age 4 вырезали все многопользовательские элементы. Хотя еще с 2017 года в разработке делался упор на мультиплеер для долгосрочной монетизации. Совести у тебя нет! Ты плюешь на наши обычаи? Теперь у нас даже есть шансы на возрождение РПГ, а то полякам там совсем уже плохо. С новыми играми по вселенной Звездных войн компания потеряла свою эксклюзивность. По словам инсайдеров, новый проект по рыцарям Старой Республики разрабатывается за пределами EA. Слухи указывают на Massive Entertainment, создателей The Division, а сама Electronic Arts займется относительно небольшой игрой по вселенной. Неужто синглплеерные приключения по Звездным войнам начнут выходить чаще, чем раз в 9 лет?
Но наша любимая компания не была бы собой, если бы не... EA Sports. It's in the game. После торгов с компанией Take-Two EA все-таки приобрела Codemasters, которые занимались гоночными симуляторами Dirt, Формула-1 и Grid. Теперь спортивный кружок стал закрытым, и наш маленький радужный лепрекон может запускать свой аппарат по клонированию на полную. 200 тысяч подразделений готовы и еще миллион на подходе. Вообще жду официального добавления в следующую Формулу-1 карточек с болидами. А если вам понравился прекрасный момент игры в гольф из последней The Last of Us, то держите новый гольф-симулятор на движке Frostbite. Эх, как же не хватало реалистичного ломания клюшек и травм мячиком для гольфа. Если же вам не хватило увлекательных приключений, рассчитанных на детей, то вот вам еще один предстоящий релиз этого года – Lost in Random, где мы в роли маленькой девочки будем путешествовать вместе с игральным кубиком по миру случайности. Похоже, EA на подсознательном уровне планирует напоминать мне о рандомных прямоугольных вещах в своих играх. Интересно, а говорить о том, что внутренности кубика черные, а снаружи он белый, является чем-то запретным? А то вон шахматы уже попали под раздачу. Конечно, и не забывают и об имидже. Негоже уважающей себя компании с капитализацией в 40 миллиардов долларов не иметь при себе ручного мобильного разработчика. Поэтому уже в июне закроется сделка по покупке Glu Mobile за 2 с лишним миллиарда долларов. Так, стоп. Даже Codemasters, которые разрабатывали почти настоящие игры, купили за в 2 раза меньшую сумму. Что там у Glue за игры такие? Нет, ну тогда мне все понятно. Что может лучше выжимать деньги с мобильных геймеров, чем Raid Shadow Legends? Только в текстурках диснеевских персонажей. А если вы всегда мечтали получить чувство стиля, то вот вам игры про дизайн интерьеров и женской одежды. Присоединяйтесь к этому великолепному комьюнити. При этом раньше у Glu Mobile были действительно неплохие игры, в которые многие из вас, думаю, залипали на телефонах и планшетах. Только вспомните Blood and Glory, Frontline Commando, Contract Killer, Dragon Slayer, Death Home. И ведь все эти игры все еще можно найти и скачать. Правда, запустятся они только на старых версиях операционных систем. И нам остается только отправиться на мобильную кухню Гордона Рамзи. Заставьте этого аутиста работать, иначе тут и дальше будет конвейер помойной еды. В общем, как вы поняли, ближайший год станет для крупных проектов EA довольно важным. И от этого будет зависеть, увидим ли мы с вами в будущем еще по-настоящему крупные AAA проекты. Или же компания начнет брать пример с Activision Blizzard, ударяясь в мобильный гейминг, параллельно продолжая клепать спортивные симуляторы. Ладно, и так сойдет. А с вами был Келмар. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну вы и сами это все знаете. И скоро увидимся.